Всем добрый день или вечер. Сейчас уже рано темнеет, вроде бы день, уже вечер. Поскольку у меня начинается активный этап, то ждите от меня очень много работ и прямых эфиров, естественно. Дорогие друзья, я хочу сегодня с вами поговорить о печати изгоя. Вроде бы недавно говорили мы с вами о проклятых родом, да, и прочие различные печати обсуждали, но это совершенно иное. Это совершенно иная вещь. Добрый день. И поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно, чтобы понять, о чем речь. Дорогие друзья, когда мы рождаемся, Вселенная нас отмечает, метит, дает нам метку, печать. С этой печатью мы и живем всю свою жизнь. Ну, пока не избавимся, если эта печать мешает. Есть печать знания, есть печать счастья у человека. Вот счастлив человек, фартовый. Что бы он ни делал, все ему, знаете, с рук сходит. Есть печать красоты, есть печать добродетеля и так далее. Много, множество. Но есть и печати темные, их называют метки. Метки, которые приходят к человеку и как бы отмечается человек этой печатью по разным причинам. Во-первых, потому что род заслуживает определенную кару. Во-вторых, потому что он отвергнут своим родом. В-третьих, потому что недолюблен. В-четвертых, потому что родился в какое-то время не в попад и так далее. И приходит он в этот мир с этой печатью. Меченый. Есть люди, у которых несколько печатей. Есть люди, у которых причина, следствие немножко разные, но совпадает практически все приметы печати определенной. Итак, вот зададите свои вопросы в конце, когда я довершу. Печать изгойства. Изгои. И перед глазами сразу идут какие-нибудь алкоголики, да, тунеядцы, какие-нибудь наркоманы, какие-нибудь бродяги, еще кто-нибудь. Совершенно не так. Абсолютно. Это может быть очень красивый человек. Здравствуйте, Павла. Рада вас слышать, давно вас не видела. Это может быть очень красивый, очень талантливый, очень сильный человек, который добр в душе, у которого огромный груз знаний, у которого очень много благородства, который очень хочет всем сердцем и душой прорваться вперед, который многим много чем помог, который откровенен, который честен перед людьми и собой, но у него печать изгоя. И он изгой в этом мире. Он будет работать день и ночь в поте лица, но благодарность будут получать другие. Он будет самый любящий сын или дочь, он будет помогать своей семье, он будет поднимать своих родителей, он будет чувствовать себя обязанным своим родителям, родственникам, но благодарности не дождется. Даже уходя с этого мира, родители отпишут свое имущество тем детям, которые на них не обращали внимания, и забудут о том, что этот человек день и ночь переживал за них, содержал их и заботился о них. Они будут преданы дочери, они будут преданы сыновья, они будут преданы отцы и матери. Благодарности не будет ниоткуда. Они изгои. Они родились в этом мире отщепенцами, изгои.
И бесполезно им быть хорошими, добрыми, любящими, не имеет никакого значения. Итак, изгой. Печать изгойства или печать изгоя. Несколько причин этой печати. Во-первых, начнем с того, что печать изгоя у тех людей, которые родились не в попад у родителей. Это совокупность из проклятий матери и отца вместе. Это печать изгоя. Не в попад. Вот забеременела она, и он сказал, я не хочу этого ребенка. Иди избавься. И вот она ходит по врачам, пытаясь избавиться от этого ребенка. Врачи говорят, что уже много времени прошло, и нельзя этого делать. Ну, дайте какой-нибудь выход, может, какие-нибудь лекарства есть и так далее. То есть это постоянные мысли, ложится с мыслью, встает с мыслью, что надо избавиться от этого ребенка. Ну, если от вас избавились, то как же вы родились-то? Вот глупости пишете реально. Если от вас избавились при беременности, как вы родились? Нужно избавиться, вот думает мозг женщины и отправляет всю информацию ребенку. И каждый раз, когда женщина думает о том, что надо избавиться, когда женщина идет по врачам, чтобы сняли плод, он внутри начинает трястись, он внутри начинает биться, у него страх. Он боится, что его снимут, он боится, что его убьют. Но потом так получается, что вот мужик поменял свое мнение, она радостная, скачет, рожает ребенка, такое счастье, все хорошо, но ребенок родился с печатью изгоя. Он не нужен в этом мире. После, как бы они ни замаливали свои грехи, как бы ни пытались помочь, сколько бы любви не подарили этому ребенку, как бы вокруг не плясали, не ходили, тот период, когда они хотели от него избавиться, когда они решились на это, когда всеми силами они ходили по врачам, пытаясь любым способом избавиться, это дает о себе знать. И ребенок рождается с печатью изгоя. Он знает, что он в этом мире не нужен. Он в этом мире нежеланный гость, его не хотели. Он не знает этого, но его подсознание это подпитало. Тебя не хотят в этом мире, ты не нужный. Может родиться... Давайте глупости, не нужно вот сейчас про аборт, как силы наказывают и что делают. Если вы решились на аборт, идите сделайте. Но не ходите, думайте сделать, а потом оставлять. Это еще хуже для судьбы этого ребенка. Мы сейчас не аборты обсуждаем. Дайте мне договорить, пожалуйста. Не нужно своими глупыми вопросами просто лезть и мешать мне вести эту тему. Какое-нибудь слово услышит, все. Ой, а скажите, а вот это вот... Ну вы же видите, что тема про иное. Ну вы читать можете? Господи. Если вы планируете ребенка, или даже если вы поняли, что вы беременны, и если вы начнете ходить по врачам, чтобы избавиться, лучше уж идите до конца и избавьтесь. Не рожайте больше этого ребенка. Потому что если вы ходите избавляться, хотите избавиться всеми силами, потому что ваш мужик сказал, что не хочет ребенка, понимаете, если этот мужик говорит, что не хочет ребенка, и вы из-за него идете его убрать. Иди сюда, Пуся. Ты тоже не сбивай, а то я сейчас тебя тоже накажу. То, Гуар, не надо мне указывать, мне продолжать или не продолжать. Не указывайте мне, пожалуйста, мне продолжать или нет. Я сама это знаю. Если вы знаете, что потом оставите этого ребенка, значит, не ходите никуда по каким-то врачам, чтобы избавиться. Если вы идете по всем этим врачам,
Если вы после этого все-таки решились родить ребенка и родили, то постарайтесь в ближайшее время снять с этого ребенка печать изгоя, потому что он у вас будет изгой. Однозначно. Если женщина беременная, свекровь начинает: не надо вам ребенка, зачем? Зачем этот ребенок нужен? Сейчас не в попад, давай избавься, потом родишь, вы еще молодые, у вас еще будет, и вы под влиянием свекрови начали думать: надо избавиться от ребенка, потому что семья мужа не хочет, у меня выхода нет и так далее. Начали думать об этом. Но через некоторое время все-таки родили ребенка, решили дать ему жизнь. Когда ваш ребенок родился, постарайтесь в ближайшее время, вот до 3 лет его жизни, убрать у этого ребенка печать изгоя, потому что он в этом мире будет не нужен. Ваш ребенок будет замечательный, красивый, умный, талантливый, но везде его будут обижать, унижать, везде над ним будут глумиться. Он партнера выберет такого, который будет его мучить. Вот так и будет случаться в вашей семье и с вашим ребенком до конца его дней, потому что вы подарили ему эту печать изгоя. Если ребенок не воспринят отцом, если отец не хочет признавать его своим ребенком, если вы через суд заставляете отца признать этого ребенка, у него печать изгоя. И со временем, сейчас извиняюсь, сейчас кое-кого успокою. Ну-ка, пошел туда. Давай. Давай свою будку. Бегом полетел. Быстро. Обнаглел уже этот комок шерсти. И если вы заставляете через суд признать отцовство, будьте уверены, у вашего ребенка печать изгоя. Потому что отрицание полностью отца, отрицание. Я попросила вас не звонить, я вас заношу в черный список. Удачи. Если человек не понимает слов, значит, он понимает действия. Я устала от наглых людей. Следующий момент, дорогие друзья. Здравствуйте. Следующий момент. Если мать вампирит ребенка дома, да, она родила, она дала ему жизнь, она боролась за него, но вампирит своего ребенка. Постоянно клюет, постоянно напоминает о том, что он обязан жизнью ей. И вот ты мать не ценишь, у тебя мать такая и так далее. У человека печать изгойства, потому что материнское благословение очень много решает в этом мире. Не зря в древние времена люди старались, чтобы родители благословили. И боялись, что... Я сама знаю, кричать на него или не кричать. Меня учить не нужно. И боялись, что если родители не признают их брак, если родители не благословят, то у них, у детей будет несчастная судьба. Они где-то были правы. Потому что если родитель напутствует своего ребенка теми словами, что у тебя ничего не получится в жизни, ты все равно приползешь сюда, у этого ребенка печать изгойства. С кем бы этот ребенок не начал жить, закончится одинаково. Сценарий будет тот же самый. Ничего не получится, она приползет в дом своего отца. Потому что всюду у нее печать изгойства. То есть он изгой в этом мире. Не принимает мир этого человека. Он здесь лишний, он ненужный. Печать изгойства бывает у людей, которые родились 13 числа. Печать изгойства бывает у людей, которые родились в определенные языческие, скажем так, праздники, но в такие темные праздники, праздники темных духов. У них вполне может быть печать изгойства, то есть духи благословили темные духи, скажем так, этого человека. Но в то же самое время они перетянули его на свою сторону, в темную сторону,
свою духовную сторону и отрезали от этого мира. То есть человек духовно развит, очень хорошо у него развито чутье, очень хорошо у него развито видение мира, он талантлив, он необычно талантлив, но в то же самое время он изгой. Его не воспринимает окружающий мир и чинит препятствия. Один из таких людей был, например, Булгаков. У него видение мира было поразительно необычное. Он был фантастический писатель и сценарист, и мы знаем, что один из лучших авторов мира Булгаков, да, но он был изгой в этом мире. Его считали за странного, за сумасшедшего, за человека, который не в себе. И хотя за глаза улыбались, но за спиной говорили всякие гадости. Печать изгойства может быть у человека, рожденного 13 числа, 6 числа. Это чертова дюжина. Это дни темной силы. Печать изгойства может быть у человека, который, то есть с рождением которого умирает мать, например. Понимаете? Печать изгойства может быть у людей, которые родились в один день со смертью своего родственника. Например, вот мать рожала ее, а в тот же день умер, например, дедушка, да. Этот человек не принят родом. У рода было совершенно, как вам сказать, иные в данный момент проблемы. То есть они хоронили человека, они были в горе, им было совершенно не нужно вот сейчас, прям не впопад рожденный ребенок, им сейчас не до этого. И вот этот род отторгает как бы мысленно, да, они, может быть, придут как долг, знаете, навестят, там подарки принесут, поздравят, но внутри они не готовы к рождению нового члена своей семьи, потому что отец умер, понимаете, ушел, тем более, если он был хороший человек, и все в горе, все плачут, и никому абсолютно нет дела до новорожденного ребенка. Радости нет. Почему люди принимают радостно, почему радостно встречают нового человека в этой жизни? И это, понимаете, это ритуальное такое действие, когда мир принимает человека нового радостно, то есть изначально поздравляет этого человека с тем, что он пришел в этот мир. Все, что мы делаем, нам кажется, что это, ну, принято, ну, весело, ну, праздник. На самом деле это все ритуальные вот эти действия, это все архетипы с архаических времен. Вот это принятие радостное, шариками, там, цветами, песнями, плясками, рождение нового человека, это значит, мир говорит, добро пожаловать, мы рады, что ты пришел. Понимаете? Его встречают радостно, и чем радостнее его встречать, не обязательно, чтобы там большие затраты были, но когда семья радуется, когда семья встречает этого нового ребенка, у этого ребенка будет очень много хорошего. А есть семьи, которые мрачно встречают этого ребенка. Есть женщины, которые рождают, да, ребенка, никто не приходит особо встречать, ни отец не обращает внимания, он пьяный где-то валяется, ему не до этого. Бабушка вся в злости, например, вот, мол, спасибо, Марго, мол, у меня есть свои внуки, мне неинтересно, кто там кого родил, она не любит сноху, и внука не любит особо, понимаете? И вот это вот отторжение отцовского рода, который не воспринял этого человека, не порадовался приходу этого человека в этот мир, отражается в жизни этого человека, и у него печать изгойства. И эти люди всю свою жизнь работают, там стараются, они очень хорошие люди. На самом деле печать изгойства у очень добрых, добродушных людей – даже чрезмерно добродушных, но у них ничего хорошего в жизни нет. То есть ничего никуда не двигается. Вот все как есть, так и есть. Мир враждебен. Ты делаешь добро, тебе возвращается жутким злом. Ты помогаешь кому-то, устраиваешь кого-то на работу к себе, да, значит, устраиваешь человека к себе на работу, а человек через некоторое время тебя оттуда выталкивает, начинает собирать о тебе сплетни, начинает о тебе гадости говорить. Ты помогла ей устроиться на работу, чтобы не сдохнуть с голоду, а она тебя оттуда выталкивает, понимаете? Ты помогаешь людям, а они тебе возвращают злом, понимаете? То есть
Есть про это у меня тема, откройте, посмотрите. Я сейчас не буду по новой это рассказывать. Это еще одна причина печати изгойства. Следующая причина печати изгойства. Будьте внимательны. Эту печать можно приобрести за жизнь, скажем так, да, подождите, еще одну обсудим сейчас. Значит, следующий момент. Если ребенок брошен, если ребенок брошен, и даже если этого ребенка усыновили, удочерили, у него есть печать изгойства. Во-первых, у этого ребенка подсознательная боль. За что меня бросили? Ребенок всегда винит себя. Что я такого сделала? Помните стих мальчика? Мама, ты прости, что я родился, что тебе я в жизни помешал. Это очень тяжело. Это написал ребенок из детского дома. Прости, что я родился, я тебе помешал. Понимаете? Это очень страшное чувство, но эти дети, они изгои. У них печать изгойства. И знаете, что самое страшное? Что основное количество этих детей уподобляется своим родителям. Они становятся такие же. Вот они росли в детском доме. Казалось бы, они должны знать, как это больно и страшно, и своих детей они никогда не должны бросить. А вот феномен в том, что такие дети сами своих детей потом отдают в детский дом. То есть они, видя, зная вот эту боль, которую прошли, невзирая на все, что они прошли, они тоже своих детей туда отдают. Они повторяют свой сценарий, понимаете? То есть повторяют сценарий своих родителей. Вот брошенные дети точно так же страдают печатью изгойства. От этой печати надо избавиться. Если эти люди хотят начать человеческую жизнь, если эти люди хотят отпустить это прошлое, забыть, закрыть и не повторять сценарий своих родителей, они должны снять с себя эту печать изгойства. Следующий момент. Печать изгойства, которую можно приобрести за жизнь. Я вам сейчас объясню. Дорогие друзья, когда человек чрезмерно откровенен, вот мы почему берем и откровенничаем с людьми, которые нам не знакомы. Вот мы излили душу друг другу, да, и поехали дальше. Мы знаем, что мы друг друга нигде не увидим больше первый раз, а может быть через лет 10-15 даже увидим на улице, не узнаем, потому что, 15 лет назад с кем-то мы в купе ехали и излили всю душу. Когда люди абсолютно незнакомые встречаются, никто никогда не задумывался, почему это происходит. Абсолютно незнакомые люди вместе едут, вместе летают куда-то. Вот они обо всем разговаривают. О своей жизни, о муже, о свекрови, какая она подлюка, что она творила. Значит, сплетничают о своих снохах, о своих соседях, обо всем. Они изливают душу, потому что они не боятся, потому что знают, что тот человек, который с ними едет, не знает их, не знает, как найдет их, не знает в соцсетях, где они находятся, чтобы зайти и написать это все, понимаете? И чаще всего бывает так, что чаще всего, что люди, которые друг другу оставляют адрес, оставляют телефон, мол, если что, позвони, пообщаемся, дальше продолжим, они не звонят друг другу и не пишут. Просто берут ради вежливости, а потом куда-то девают, даже не помнят, там где-нибудь в этих номерах смотрят, там какая-нибудь Елена, Ирина там, или Оксана, даже не могут вспомнить, что за Оксана, где они познакомились вообще. Но в тот момент, что бросать-то? Бросать чего? Что за хрень вообще? Но в тот момент они были уверены, что они дальше будут общаться. Нет, дорогие друзья, они просто... подождите до конца, я скажу, снимать можно, нельзя и так далее. Значит, изливают душу незнакомому человеку без опаски на то, что завтра кто-нибудь выставит голосовые, да, как обычно, кто-нибудь выставит, значит, эти смски, что завтра кто-нибудь снимет видео про это, скажет и так далее. Без страха они изливают свою душу. Чем выше человек поднимается, тем он уязвимее, тем больше интересуется его судьбой, его жизнью, тем больше пытаются
гадости наговорить на имя человека. Потому что человек, который известен, да, он как мишень, его видно, заметно. На него можно пустить стрелы. Человек, который никто, он никому не интересен, поэтому на него и охоты-то нету. Дорогие друзья, постарайтесь особо не изливать душу, не говорить о трудностях вашей жизни, о бедствиях, потому что вы вот в сознательном возрасте превращаете себя в изгоя. Сейчас объясню почему. В древние времена чурались людей, у которых постоянно были какие-то бедствия. Боялись таких людей. Вот в Африке есть такой момент, например, в Африке, когда львы начинали заходить в селение и съедать людей, потому что бывает такой момент, когда вообще львы, они видят в человеке охотника, у них генетический страх, генетическая память перед человеком. Но бывают моменты, когда определенные вот прайды львов начинают нападать на людей, нападать на население и съедать людей, одним словом. Так вот, когда в Африке начинаются такие нападения на людей, значит, бытует такое мнение, что это не львы, что это какие-то духи в облике львов. И они да, вы правы. Так вот, считается, значит, бытует такое мнение, что это не львы, это духи, которые наказывают грешников. То есть, если ты не сделал ничего плохого, если ты никого не ограбил, не убил и так далее, можешь спокойно жить, они к тебе не придут. Они приходят только к плохим людям. И знаете, почему вот такое мнение бытует? Я вам объясню. Это такой некий прием, как вам сказать, самосохранения, самозащиты. То есть человеку легче думать, что это не обычные львы, которые охотятся на любого человека, а значит, он будет бояться вообще в туалет ходить, извините, на улицу выходить. Потому что если львы приходят в селение, я думаю, очень страшно там жить. Согласны со мной? Значит, но если человек себя утешает тем, что эти львы нападают только на плохих людей, а я-то плохого ничего не сделал, я не убил никого, не ограбил никого, значит, на меня не нападут. То есть это внутреннее, как вам сказать, самоутешение для человека, что эти львы нападают только на плохих, на хороших они не нападают, все, можно спокойно жить. На самом деле это обычные львы, которые просто поняли, что человек самая легкая добыча. Буйвол может проткнуть их рогами, бегемот их может растоптать, жираф может ударом копыта просто череп раскромсать и так далее. Самое слабое существо – это человек. У человека что есть? Оружие. Оружие там не выдают, потому что в этих местах запрещено стрелять в животных. Но живет Африка, собственно говоря, на туризме, иначе они вообще с голоду помрут. Поэтому стрелять этих животных нельзя, они живут в саванне. Посреди саванны их деревни. Что делать? Как защитить себя? Никак. Львы поняли, что у человека нет защиты, понимаете? Абсолютно. И они нападают и съедают людей. И этим львам все равно, на кого напасть. Без разницы. Они просто отслеживают человека и, значит, забирают и убивают. Но для того, чтобы себя успокоить, для того, чтобы спокойно жить, утешить себя, да, они себе внушают, что эти львы не совсем львы, их называют симбамту. У меня есть такая тема. Симбамту означает человек-лев или колдун-лев. Говорится, что, мол, они духи, направляемые колдунами, приходят, чтобы, как бы сказать, приходят, чтобы съедать и убивать плохих людей. А хороших они не трогают. Так вот, дорогие друзья, когда вы рассказываете о своих бедствиях и несчастьях, о своих неудачах, о своих трудностях жизни, люди боятся это все на себя перенять. Люди сторонятся людей несчастных, понимаете? Если у вас постоянные бедствия какие-то случаются, люди вас жалеют сначала, а потом
начинают вами командовать, они начинают это использовать против вас. Попробуйте своей подруге нажаловаться на своего мужа. Очень редко, очень редко будет достойная подруга, например, да, которая будет успокаивать тебя, которая будет говорить, что послушай, ну у всех есть такие проблемы в семье, без этого никак. Вот, не переживай, не руби с плеча, не надо сгоряча делать то, что потом, о чем потом пожалеешь. Очень редко. Основное количество подружек, да, будут говорить, оставь его к черту, выброси, что ты его терпишь и прочее, прочее, как правило. И обязательно это используют против тебя. Если ты один раз сказала, что тебе плохо, трудно, тяжело, вот он обидел тебя, он, скотина, вот так сделал и так далее, ты замечаешь потом, что они над тобой начинают командовать. Они начинают к тебе относиться уже свысока. Может, у них дома еще хуже. Может, он вообще ее морду бьет, понимаете? А ты просто разозлилась на него. Вот он не так сделал, не то сделал, да, не так сказал, или пришел, скажем так, не вовремя, а ты говоришь, устала я уже от него, скотина, я уже не знаю, брошу нахрен, пошел он вон. Ты злая просто на него в этот момент. Может, он замечательный человек. Просто, ну, мы все живые люди, у тебя вот злость на него. И ты не знаешь, знать не знаешь, что, может быть, у этой подруги дома еще хуже. Ее бьют, как футбольный мяч. Но она об этом не говорит. Она себя показывает как любимая женщина. И она начинает смотреть на тебя свысока. Хотя, если сравнить ваши бедствия, ее бедствия еще хуже и хлеще, и тяжелее, ее больше унижают. А ты всего лишь разозлилась на своего послушного мужа. Понимаете? Но начинают тебя сторониться. Сначала начинают использовать это против тебя, чтобы с тебя что-нибудь поиметь. Они начинают над тобой командовать. Понимаете, как они владеют информацией о тебе, значит, ты у них в плену. Они начинают над тобой командовать. Они начинают показывать свою властность над тобой. Они начинают считать, что они лучше тебя, потому что они уважаемые жены, в отличие от тебя. Да? Хотя еще раз говорю, что у них в жизни может быть еще хуже, понимаете? Еще хуже. Но они начинают пользоваться твоей бедой, твоей трудностью. Потом, в древние времена, когда люди ходили, просили деньги, да и сейчас, почему они притягивали шляпу или какую-нибудь маленькую там коробку, куда кидали эти деньги, понимаете? Потому что нельзя было трогать нищих людей. Считалось, что если ты из рук в руки передашь деньги, ты от них заразишься нищетой. Ты заразишься от них бедствиями. Боялись жутко дотрагиваться до нищих, несчастных людей. Боялись, реально боялись вообще к ним касаться. И для того, чтобы люди не касались их, да, они шляпу там носили или какую-нибудь коробочку или что-нибудь еще, куда кидали деньги, там помощь этим бедным людям. Но они жутко боялись с ними дружить, они их не пускали на порог, а вдруг бедность зашла к тебе за порог, да? Иди отсюда, иди вон к тебе, на, возьми, только иди отсюда. Не касайся меня, не трогай меня и так далее. Люди боялись заразиться несчастьями, дорогие друзья. Вот точно так же касается людей, которые постоянно жалуются, которые постоянно выносят все наружу. Если вы все время будете жаловаться на своих детей, что-нибудь говорить, учтите тот факт, что завтра, послезавтра о своих детях вы будете слышать очень много гадостей. Всегда своих детей защищайте. Как бы они ни сделали глупость, дома там, я не знаю, размажьте их хоть по стене, но на улице никогда в жизни не вздумайте при людях делать своим детям замечания, накричать на них, и уж тем более ударить своих детей или обвинить в чем-то. Я помню, когда, значит, где там, я не помню, у нас была женщина одна, и у нее дочь как-то так вызывающе оделась, молодая девушка. И вот соседка говорит, мол, ой, ты что не видишь, вот как она оделась, задница вся открытая, ну, ты что-нибудь тоже скажи. Она говорит,
Пожалуйста, пускай проблемы задницы моей дочери тебя не волнует. Ты за своими детьми следи, которые каждый день на этих дискотеках хрен знает под кого ложатся. Ты за ними следи лучше, чем за моей дочерью. Я вам хочу сказать, мне очень понравилась эта позиция, потому что если бы она сказала, ой, я не знаю, ну что мне делать, я уже ей говорю и по-всякому, вот сейчас молодежь такая, не хотят слушать и так далее. Если бы она дала тон, если бы она позволила продолжать этот разговор, поверьте мне, что завтра, послезавтра сразу же разнесли бы об этом ребенке на весь мир. Она сказала, ты за своими следи, не пусть проблемы задницы моей дочери тебя не волнует. Я есть, я разрешила, не твое собачье дело. Все. Понимаете, так и надо делать. Но есть глупые матери, которые поддаются под давление подруг и начинают пилить своих детей, причем это делают при всех. Есть глупые женщины, которые своим мужьям делают замечания, кричат на них, а может еще и посылают при людях, при других. И учтите, вы когда ссоритесь со своим мужем в присутствии людей, кого-нибудь, подруг, еще кого-нибудь, обратите, пожалуйста, внимание на лицо вашей подруги. И вы 1000000% заметите на этом лице ироническую улыбку, которая очень хорошо маскирована под жалость. Мол, бедная, вот у нее там проблемы у моей подруги. Посмотрите на ее лицо, ироничное лицо. Как ей приятно это все. Тем более, если она одна. Если у нее мужика нет, то ей 100 раз приятнее, когда вы друг друга грызете. Человек, который постоянно жалуется на свою жизнь, во-первых, дает право на то, чтобы потом эти все жалобы жизненные, да, откровения вам в лицо шваркнули, использовали это против вас как оружие, и дальше таких людей сторонятся, дорогие друзья. Они по жизни себя превращают в изгоев. Они становятся изгоями. Их начинают стороняться, бояться, чтобы их несчастье на них не перекинули. Знаете такое? Жалость, все уже переходит в гнев, в злость. Говорят, человека несчастного один раз жалеют, второй раз посылают. То есть, когда человек постоянно жалуется на свою несчастную судьбу, начинает его сторониться. Потом его начинают, его самого, обвинять в своих бедствиях. Ты сама виновата. Ты это сделала. Ты знаешь, не бывает дыма без огня. Они тебе в лицо говорят одно, но в другом месте, да, скажут другое. Потом, в следующий момент, учтите, что у каждого человека есть свои бедствия. Никто не обязан загружаться и сидеть часами слушать ваши жалобы. Если вы любите жаловаться на жизнь, просто учтите, что вы постепенно эту печать изгойства берете на себя. Потому что в один момент весь мир будет обсуждать ваши трудности, ваши жалобы на жизнь. Это не сплетни, не касаемо сплетен, интриг и какой-то грязи, которая намеренно на вас льется. Нет, дорогие друзья, это ваши жалобы на жизнь нескончаемые. Понимаете, это не просто самопорча, это открывает определенный рычаг в вашей голове. И начинается, пускается механизм самоуничтожения. Вы превращаетесь в изгоев. Те, которые вчера вас жалели, сегодня уже свысока на вас смотрят, а может и подкрикнут на вас, мол, хватит, надоело уже ты со своими жалобами тут ходишь, после тебя у меня потом голова болит, и плохо себя чувствую, и я уже заметила, как ты ко мне придешь после тебя, потом начинается у меня несчастье, ты как заражаешь меня этими несчастьями и так далее. Я не говорю, что вы должны день и ночь радоваться, смеяться, веселиться, как дауны. Знаете, вечно улыбка не сходится. Знаменитая американская улыбка. Во всех местах улыбаться. Хочешь, не хочешь, растянуть губы. Нет. Человек должен и мучиться, и страдать, и опыта набираться. Его и предавать должны. И он должен и через боль пройти, через все. Это жизненный опыт. Это нормально. Но не превращайте это в традицию своей жизни, потому что вы пускаете механизм самоуничтожения, изгойства. Вы сами потом становитесь изгоями. Понимаете? Изгоями в этой жизни. Говорите о своих проблемах с теми людьми, которым вы идете за помощью. Психолог это, ведьма это, мама это, знаете, близкие люди. Те люди,
которые либо близки к вам и никогда не вынесут на улицу эти все переживания, или очень близкий человек. Бывают и подруги хорошие. Почему? Бывает настоящие. Кто сказал, что все одинаковы? Но это проверенные временем люди. И они должны быть похожи на вас чем-то. Понимаете? Только тогда эти люди вас поймут. Психолог, например, для него вы работа. Он не вникает эмоционально в вашу жизнь. Вы работа, вы материал, можно так сказать, грубо говоря, который берет и исправляет. Для ведьмы вы работа. Ей нет резона ходить и всем говорить: слушайте, вот это вот Наташа или Марина, знаете, она такая дура, у них там с мужем вот такие проблемы и так далее. Вы для нее работа. Она привыкла как бы с вами иметь дело, понимаете, привыкла помогать людям, привыкла их слышать, решать их проблемы. Для нее вы работа. У нее нет резона ходить на вас сплетничать. Потому что вы для нее действительно просто работа. Вот она вас взяла и исправляет эту ситуацию. Вот к таким людям идите со своими проблемами решать ваши проблемы. Психологи, ведьмы это, мама это или кто, близкие люди, которые или близкие люди, или профессиональные люди, которые занимаются решением проблемы человека, да, психологического или магического, или так далее. Но не ходите к подругам, не ходите к друзьям, не ходите к людям, которые знают ваше окружение, не жалуйтесь на жизнь, потому что, во-первых, против вас будет очень много гадости и грязи, они будут преувеличивать. Поверьте мне, что 99% людей, которых вы считаете близкими друзьями, делитесь с ними, да, этими всеми проблемами, на самом деле радуются этому всему. И они всегда, вот это вот самоутешение, что вот у тебя плохо, потому что ты плохая. У тебя трудности, потому что ты плохая. Почему это происходит? Это происходит от внутреннего страха не заразиться несчастьями от вас. И поэтому они не думают, что такое может случиться с любым человеком. Дом может гореть у любого человека, понимаете? И погибнуть скот может у любого человека. И трудности могут начаться у любого человека. И обмануть банк может у любого человека, понимаете? Они считают так. Если с ней это случилось, значит, она плохая. А со мной это не случится, потому что я хорошая, умная, мне нелегко обмануть, я вообще слежу за домом, у меня дом никогда не сгорит, у меня скотина всегда будет здоровая, я за ней слежу. А у нее эти несчастья сыпятся, потому что она сама дура, вот она сама виновата. Это обычный инстинкт самосохранения человека. Отвести от себя беду. Когда мы смотрим катастрофы по телевизору, да, никому из нас в голову не приходит тот факт, что это может случиться с любым из нас. С любым из нас это может случиться. Мы почему-то от себя отводим это все. Нам почему-то кажется, нам почему-то кажется, что с нами-то это не будет, понимаете? Мы отводим эту мысль. Нам почему-то кажется, что раком болеют другие, но не я. Что в аварии попадают вообще другие люди. Там, вот где-то там. Смерть и несчастье нам кажутся где-то далеко-далеко. Вот у них случилось, но не у меня же, правда? Мы не допускаем эту мысль. Но мы должны задумываться, что с нами это тоже может случиться. Однако у человека инстинкт самосохранения срабатывает. Он боится признавать тот факт, что то же самое может случиться и с ним. И поэтому они вас будут осуждать. Не утешать, а осуждать. Вы виноваты, ты сама виновата, ты сама дура, достала ты со своими слезами и так далее. Так что еще третий момент печати изгойства, дорогие друзья, это человек сам создает вокруг себя такое информативное поле, вот такой фон негативный, и при всем этом становится изгоем. И тогда у него включается вот этот... Он уже живет каждый день со страхом, с ожиданием новых сплетен, новых интриг, новой боли, новых издевательств и так далее. И это все не заставляет себя ждать. Это все приходит в его жизнь. Печать изгоя может быть в совокупности с другими печатями и порчами. Печать изгоя можно приобретать, я уже сказала, своим нытьем, своим глупым характером. Печать изгоя может родиться у детей, у которых не хотели изначально, но потом родили. У них печать изгоя. Я хочу вам сказать, что у моей двоюродной сестры бывший муж, здоровый такой мужик, красавец, грузин,
Он очень красивый человек. Когда он приехал сюда, все бабы на него заглядывались просто. Настолько он плечистый, высокий. Знаете, руки красивые. Красота, писанный просто, красавец. И дети от него красивые рождаются. Но он был младший ребенок в семье, его не хотели. Мать поехала делать аборт, бабушка узнала, поехала за ней и запретила, не дала. Потом ему это говорили, и он это все знает. Хочу вам сказать, жизнь у этого человека не получилась. Он красивый, он высокий, он шустрый, он пробивной, везде лезет, все делает. Он и бизнесом занимался день и ночь, он просто в делах, в работе. 10 раз, наверное, был женат. Столько детей везде, всюду. Ничего нигде не получается абсолютно. Потому что этого человека не ждал этот мир. И хотя он пришел в этот мир красавцем, и хотя он стремился, хотел хорошо жить, он для этого все делал, он работал, он день и ночь просто трудился, как пчелка. Но ничего в его жизни хорошего нет. И в итоге и моя сестра с ним развелась, и он живет сам для себя. Понимаете? Так вот, дорогие друзья, о чем я хочу вам сказать. Что если в совокупности с другими проблемами есть вот эти вот приметы, и если вы тем более знаете историю вашего рождения, да, если вам рассказывали, говорили и прочее, то знайте, что это как раз та самая печать изгоя, которая, к сожалению, и по иронии судьбы, почему-то присваивается людям ярким, сильным, умным, целеустремленным и так далее. Но они изгои. Вот не хочет мир их и все. Они не родные дети этого мира. И мир для них как мачеха, которая все равно находит что-нибудь плохое в них. Все равно с претензиями к ним. Все равно не дает любви. Все равно не помогает. Понимаете, какими бы они замечательными, хорошими людьми не были. Все. Всем удачи, всех благ. Пересмотрите еще раз, кто чего-то не понял. Вначале, например, не присутствовал, для того, чтобы вы полностью могли это все переварить. Можно делать, Луиза, если у вас есть сила. Если у вас энергии нету в эти дни, то лучше не делать, лучше пересмотреть. Всем удачи и всех благ. Еще одну тему важную обсудили с вами.